Друзья, сегодня иду собирать шиповник. Это вот мои владения такие, теплица. Сегодня 19 сентября. Осень подошла вплотную. Ну, календарная осень началась. Так, что у нас тут в теплице творится? Сейчас мы посмотрим. Так, кирпичи убираем. Что у нас тут в теплице творится? Так, моя сумка. Давненько я здесь не был. Так. Вот. Еще огурчики висят. Ага. Так. Вот огурчики висят. Вот. Маленьких много. Вот огурец. Вот такой огурец большой. Ну, тут еще и помидоры вот висят. Такие. Так, что тут тоже? Ну, остались уже самые-самые. А у нас же еще цветут помидоры. Вот огурец висит. Вот они висят. Огурчики. Ага. Вот помидоры висят еще, красные, зеленые. Вот такие. Вот такие вот. Ну, еще будут помидоры. Вот такие вот. Вот они. Вот такие вот еще есть. Вот. Все. Остатки роскоши. Вот они. Тык. Ну, пойдем дальше. Пусть растут. Сегодня придем. Что, более-менее заберем. О. Так, что у нас тут по пути? По пути у нас тут колодец. Я еще пользуюсь водой. Когда приезжаю, периодически открываю, вот качаю воду. Шланг. Вон листья бросались. Крышку надо закрывать. Вода здесь не очень в этом колодце, только для полива. Пить, ну, мне не нравится. Хотя кольца стоят 5 колец бетонных. Но сама вода не очень. Все, идем дальше. Спускаемся в мой сад. В этом году
Смородины было мало, вот кусты пожелтевшие. А яблок не было вообще. Яблок не было вообще. Я даже в этом году и не косил здесь сад. Вот травища. Один раз покосил по весне, в начале лета. А потом я не косил. Ты можешь ходить, как запущенный сад. А можешь все наголо сбрить. И то, и другое я видел не раз. Кого ты хотел удивить. В этом году даже облепихи не было. Первый год, сколько себя помню, сильные заморозки были. Вот они кусты. Вот с этого вот куста мы собираем примерно, и вот с этого вон того, 5-литровое ведро. А в этом году нету. Вон одно яблоко висит. Я не знаю. Вон оно. Вон оно, вон оно, вон оно, вон оно, вон оно. О, вот оно. Надо же. Да. Да. Что-то, оказывается, есть. Ну, пойдем дальше. Вот это вот все яблоня. Вот яблоня. Это сливы. Обычно тоже все усыпано. В этом году не было. Вот яблони, вот яблони. Стволы показываю. Вот старые яблони, большие уже. А это вот бледная поганка, наверное, скорее всего, выросла. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Мы идем к шиповнику через тернии и к звездам. Тут все заросшее в этом году. Яблок не было. И я ничего не стал здесь косить. Вот такие вот заросли. Сад заросший. Сад заросший. Вот это вот. Забыл, как называется. Калина? Не калина. Бузина, не бузина. Кто знает, напишите в комментариях. Она всегда, каждый год. Вот она. Но птицы почему-то ее не едят. Она невкусная. Не нравится она им. Вот мощная яблоня. Лет 50, наверное, ей уже. Садили еще при царе Горохе. Вот мощная яблоня. Вот один ствол туда пошел. А один ствол сломался. Но все равно цветет и плодоносит. Ну, здесь вот такой проход. Вот это все заросли сливы. Она растет здесь, как сорняк. Я устал с ней бороться. Все заросло сливой. Слива, тернослив, так называемый. Вот выходим мы на другое местоположение сада, на другую территорию. Да, вот яблони, вот яблоня, московская грушевка. Тишина была. Травище. Здесь почти по пояс. Да не почти, а по пояс. Вот. Вчера ездили в лес,
за грибами. Вот тоже. Вот это вот яблоня называется северный синап. Но в этом году никаких синапов нет. Ездили за грибами вчера, набрали немножко груздей. И стряхнул с себя одного клеща. Вот. Ну вот все, сад мой закончился. Идем в поля. Тут тоже все травище. Везде. Везде трава. Везде трава. И вот такая красота. Голубое небо. Белые облака. И листва осенняя. Осенняя листва. Вот так вот. Вот он, шиповник. Ну что-то вообще его мало. Какие-то следы здесь натоптанные. Как будто кто-то ходил здесь. Непонятно. Зачем и почему. Ну, сейчас подойдем к этому кустику. Он был маленький. Маленький был. Я его периодически таскаю сюда лейку с разведенными удобрениями. Вон птицы летают какие-то еще. Вон там он внизу, вон там он за большим деревом, ниже река Сура течет. Отсюда не видно. Вот. Ну, здесь я ходил, смотрел. Наверное, недели 2 назад. Ну вот шиповник. Кстати, очень хороший. Качество отличное. Можно сказать, отменное, насыщенное. Я сюда вылил в этом году 3 лейки 10-литровые. Разбавлял азофоску. 1 столовая ложка на ведро воды, на 1 лейку. И вот так вот хаотично под эти кустики налил. И хочу вот этот куст, прям чтобы он разросся у меня. Вот. Чтобы далеко не ездить в лес. Вышел вот за сад. И собирай спокойно. А тут непонятно, лоси что ли ходили. Прям вот все потоптано, трава прям. О. Ощущение, что кто-то здесь прям ходил, присматривал, наверное. Вот так вот. Вот на этом поле в советские годы, как говорят, и в 90-е еще сажали картошку местные жители. Все заросло. А вон там, вдалеке, село есть. Вот.
вот. Вот так вот. Вот буду собирать в такую корзинку. Сейчас ее на пояс. И вперед. И с песней. Я думаю, за час справлюсь. Так, начнем отсюда. Что неудобно собирать шиповник, так это то, что он колючий, черт побери. Он колючий. И надо аккуратно и осторожно. Аккуратно и осторожно. Какой-то вот это. Да, толк есть. Удобрение. Мы вчера ездили в лес, и там есть одно место у нас. Много шиповников. Кустов много, а шиповника нет. А здесь прям на моей заимке прям много. Такой прям хороший. Набитый. Прям радует. Ну, потом покажу вам, сколько я собрал. Вот. Пока вот так. Друзья, ну вот, прошло 40 минут. Вот корзинка полная. Ну, по объему 2 литра здесь. 2, может 3. 2, нет, 2,5-3 литра. Вот в этой корзине. Вот я собрал за 40 минут. Весь исцарапанный. Все руки исцарапаны. Вот, видно, не видно. Вон они, видите, что это вот. Все исцарапано. Ну, я доволен. Вот, все. Оставил немножко птичкам здесь, там вот есть ягодки. Вон там, вон там. Вот с этого куста я взял 2,5, может, ну 2,5, да, 3 литра нету здесь. 2,5 литра шиповника. Будем заваривать витаминные чаи зимой. Шиповник, кстати, очень такой полезная ягода. Обладает желчегонными свойствами хорошими. Полезен как для желчного пузыря, так и для печени. Вот. Есть такой, раньше во всяком случае при Союзе делали такое лекарство, назывался холосас.
сироп из плодов шиповника. Его пили по 1 столовой ложке 3 раза в день. И он прям хорошо, благотворно действовал на печень. Я помню, у меня мама пила. Я был маленький еще. А мама пила. Были бутылечки такие, пузыречки. Это на 250, на 300 миллилитров. И вот этот холосас. Сейчас не знаю, есть или нет. Сейчас я вот так вот собираю сам шиповник. Вот. Бывают годы, когда хороший урожай, ведро собираем. Прям 10-литровое ведро. Но 10-литрового ведра нам хватает как минимум на 2 года. Вот так вот. Вот такая погода прекрасная. Сентябрь. Теплый сентябрь в этом году у нас в Поволжье. Пензенская область. Сурский край. И обещают еще на этой неделе до 25 градусов. Вон какие красивые облака. Погода нас радует. Июнь-июль была холодина, а август и сентябрь прям замечательно. Вот так вот. Так что смотрите, пишите комментарии, ставьте лайки, задавайте вопросы, и я вам отвечу. Так, одну ручку вот так вот поставлю в траву. Оп, не просыпать. Ну, хороший шиповник, качество хорошее. Мелковатый. Были бы дожди, был бы прям крупнее, прям наполовину бы. А он чувствуется суховатый. Потому что дождей не было в этом году практически вообще. Вот в августе вообще дождей не было. Вот здесь вот у нас, в этой деревне Екатериновка. Так-то локальные были дожди по Пензенской области, а здесь у нас не было. Сушь.